Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Виктория. И, друзья мои, наконец-то я на это решилась. Я решилась освободить свой парфюмерный шкаф. Я вам очень много раз говорила, что вот я буду продавать свои парфюмы, вот сейчас. И, наконец-то, я это реально уже даже сделала. Я не ожидала, что я так быстро их продам. Я их разместила на сайте Vinted, он здесь у нас функционирует. И я просто думала, что я еще успею создать группу в Телеграме, чтобы... У меня есть, кстати, группа в Телеграме моя, Victoria Day Life, но я хотела еще дополнительно создать чисто вот с продажами парфюмов. И чтобы у моих подписчиков, подписчиц была возможность первыми иметь доступ к этим ароматам. И я не ожидала, что они так быстро уйдут. Мне кажется, я поставила адекватную цену, но улетели. Сейчас вот будет видео. Это только после того, как у меня их купили, я сразу же записала. Я их выставляла на Vinted. Со мной торговались многие, но в итоге я их продала. Продала их оба по 20 евро стоили. Вот, я смотрела, на Натино сейчас стоит вот этот вот аромат 27 евро. Ну, соответственно, скидка за то, что это уже распакованный, чуть-чуть. Я буквально, не знаю, сделала пшиков. Господи, максимум 7-8. То есть я им пользовалась раза 2. Это, соответственно, да, это и есть причина их продажи. Теплый аромат, он классный. Вот знаете, ничего не могу сказать против. Да, у него такое люксовое, но очень качественное звучание. Почему же я его продаю? Просто потому, что проигрывает в сравнении с другими моими сейчас любимчиками. Рука практически уже год прошел, даже чуть больше, и рука не тянется. Я считаю, что надо дать этим парфюмам новую жизнь, чтобы они радовали, чтобы они выходили в свет. Они стояли у меня на полке просто. Вот. Поэтому я собралась, я давно уже говорила, что хочу продавать ароматы, которые не ношу, освобождать место на полочке. Я наконец-то это сделала. Вот этот аромат, честно говоря, не знаю. Вдруг пожалею. Это уже снятый с продажи Jimmy Choo Illicit. Ой, я не знаю, но все уже. Его купили, я его буду отправлять. Поэтому что уж об этом говорить. Это аромат про цитрусы, но цитрусы не совсем такие привычные, а цитрусы сладкие. То есть тут есть какая-то часть такая карамельно-сладкая и какие-то апельсины, может быть, не лимоны. Я тут чувствую что-то вроде апельсина, бергамот, что-то вот такое. То есть этот аромат одновременно и сладкий, и цитрусовый. И это очень прикольно. Тоже, опять же, очень хорошее люксовое звучание, приятная база, снятый с производства, очень мне нравится флакончик, но и тоже, опять же, не ношу. Я его, кстати, чуть побольше даже поносила, чем вот этот аромат. Насколько там, этот 2 раза, а этот 3 раза я носила. Тоже, да, прошло год или даже больше, и вот они стоят. Пусть живут, пусть радуются. Купили у меня их тут в Испании. В Зарагосу они поедут. В Зарагосу раньше меня попадут. В общем, попутешествуют там, походят в Зарагосе на всякие праздники, вечеринки. Ароматы, потому что они такие, да, скорее, вот если этот еще на каждый день я представляю, и куда-то на праздник тоже у него такое радостное, оптимистичное настроение, то вот этот я скорее представляю таким больше вечерним выходом, вот по настроению. В принципе, он тоже не сказать, чтобы прям какой-то такой слишком громкий, что его нельзя надеть. Хотя недавно была в магазине, в Меркадоне, в продуктовом, и рядом девушка стояла, и я прям очень хорошо чувствовала от нее вот этот вот аромат. Где-то, я говорю, рядом, но для меня это, не знаю, больше метра. Еще она там туда-сюда бегала, какие-то продукты в корзинку собирала. Мы возле рыбного отдела с ней стояли. Вот. И прям она хорошо так им шлифила. Я вообще выбрала неправильную фазу записи видео, потому что коты не спят. Лучшее время, конечно, это их сон-час. Иногда у котов и сон 2 часа, 3 часа. Но и я вот не угадала.
Так, давайте продолжим. Батюшки, ну ты что, уснул почти. Очень нравился. Это аромат моего Нового года 2025. Я в нем встречала его, распечатала, и вот в нем была. Но мне кажется, вот как раз-таки, наверное, это был первый и последний раз, когда я его носила. Может быть, еще один. Ну, поэтому я решила, что пусть он уходит, хотя мне кажется, что это даже снятость. Это Gucci Bloom Ambrosia di Fiore. Это белоцветочный аромат, очень сглаженный, очень приятный, звучит очень натурально. Реально натурально, я сейчас хочу его ставить. Нет, все, Вика. Вот просто по одной причине. Боже, какой красивый флакон, я его отдаю. Очень красиво стоял у меня в шкафу парфюмерном, прозрачном. Но надо это сделать, надо дать им шанс пожить свою интересную жизнь, скрасить чью-то жизнь, да. Так, давайте дальше. Тоже почти целый, вот тоже почти целый флакон. Чуть-чуть его больше поносила, чем тот аромат. Так, не фокусируется, не хочет. Но больше всего, конечно, я его носила, вот когда заказала, когда он пришел. Мне кажется, я его носила несколько дней. Потом его еще как-то надевала. Но вот конкуренция высокая у меня в шкафу просто невероятная. Особенно я все равно продолжаю покупать новые ароматы. И, соответственно, рука тянется больше к новым. Давайте следующий аромат. Вот этот аромат. Он мне нравится, но продаю по одной единственной причине, естественной причине, хотела сказать, и это тоже правда. Я купила аромат, который на него очень похож, нишевый, What We Do in Paris из Secret, и они прям вот, в старте вообще один в один, потом этот он становится такой более акварельный, он быстрее слетает и так далее, и так далее. Но, да, если, кстати, вы хотите хороший клон вот этого аромата от What We Do in Paris, но мне как бы незачем два, я им перестала пользоваться, когда тот появился. Дальше аромат, который у меня, вот видите, запечатанный, единственный, прям даже стоит еще в своей коробочке, потому что я вообще его наносила на себя один раз. Это пробник от него же. Он мне попался в слепых затестах от Тани Шеремет. Привет, Таня, вдруг ты смотришь. И я купила потом флакон. И знаете что? Я им не стала пользоваться, потому что он для меня оказался очень-очень громким. Я просто не могла вот так вот, чтобы совпало и настроение для этого аромата. Это такой сладкий виноградный сок, даже, может быть, сироп очень концентрированный и очень вот натурально, как натуральный сироп звучит. Но носить я его просто, не могу, потому что его не везде наденешь, он громкий, и не всегда хочется, даже когда можно громкий, именно вот виноградом пахнуть. В целом аромат приятный. Я не вообще просто ни разу. Просто, вот понимаете, наверное, когда получила, я там брызнула, походила, вот так я не помню, что я его куда-то на выход хотя бы раз надела. Я, наверное, кстати, попробую его на выход надеть, вдруг он как-то там шлифанет. Но в целом, скорее всего, выставляю его на продажу. Сейчас пришла идея в голову вдруг. Но опять же, я сейчас это сделаю очень искусственно, да? Потому что вот рука не тянулась все это время. Аромат, который просто отрываю от сердца. Вот просто отрываю. Это снятость. Это снятость от Zadig Voltaire. This is Love. Аромат шикарный. Но, опять же, не ношу я его. Я сколько раз уже его, знаете, вот выставляла вот в самый вот вперед, в нужную погоду. Хотя нет, вот про погоду я вру, потому что нужная погода для этого аромата – это лучше всего прям мороз. Я его носила в Питере, я его купила в Питере в мороз. И я когда садилась в машину, вот я им дома
надушусь, сажусь вот в эту холодную еще машину, морозный такой воздух, и он так красиво, таким теплым, вот таким облаком развивается вокруг меня, прям согревает, пока еще машина не согрелась. Да, здесь имбирь. Вот кто-то из-за этого начального имбиря считает, что это спиртом пахнет. Нет, это имбирь может такое давать, вот эти вот начальные ноты. Имбирь, он и теплый, и такой даже горячий, и в то же время в нем есть, да, вот эта вот какая-то освежающая часть в имбире. Пудровость, фиалка здесь есть. Мне очень жалко продавать этот парфюм. Не все жалко продавать. Я очень сопротивлялась этой идее. Вот, но я понимаю, что я его не ношу. А здесь еще опасность, видите, вот в принципе я так его нормально поносила, в основном в Питере. Не фокусируется. Ну, примерно видно, да, сколько здесь нет. Опасность, вот когда почти до половины или до половины аромат использован, опасность, что он начнет парить, вырастает. Поэтому я не знаю, я в Испании вот очень сомневаюсь, что когда-то я его начну носить прям регулярно и хотя бы, не знаю, ну хотя бы вот, не знаю, еще до трети дойду флакона. Ну, очень сомнительно. Поэтому решила дать ему жить какую-то насыщенную жизнь в другом месте. Так. Это Саша Фролова от Perfume Sax. Очень хотела этот необычный аромат, но в итоге тоже я его вообще никуда не ношу. Он необычный, он такой парфманьяческий, наверное. В нем какое-то сочетание, ну, там клубника вроде заявлено, но для меня какое-то малиновое варенье, какие-то веники, какая-то баня. Тут заявлен латекс, но вот я не чувствую его как латекс, возможно, как жевательная резинка, вот именно пахнет, да, вот жевательной ароматизированной клубникой резинкой. Но это очень необычно, но это даже больше не парфюм, это такой ольфакторный незабываемый опыт. Я, так сказать, его испытала, и я его выставлю на продажу, но мне кажется, что это вообще не продастся. То есть совсем прям за какие-то копейки не хочется его отдавать, а мне кажется, за какие-то, ну, соразмерные, да, аромату со вторых рук, сомневаюсь, что можно будет его продать. Так, Энкри Нуар, он появился у меня прям не так давно, но я сразу знала, что для меня этот аромат прям очень под редкое настроение, потому что тут такой ветиверный, да, зеленый, такой терпкий, насыщенный такой, травянистый, ветивер какой-то еще землистый, ну вот прям эталонный ветивер. И я думала, что у меня будет его носить муж, а я иногда буду у него таскать его, да, по настроению. А лучше даже я буду с него ощущать этот аромат. Но у меня мужу вообще не понравилось, у него тоже рука не тянется. И я понимаю, что эти 100 миллилитров туалетной воды у нас будут стоять не знаю еще сколько. Поэтому тоже выставляется на продажу. Вот это мне очень жалко. Сколько я в этом видео раз скажу, что мне жалко. Очень жалко этот аромат, потому что это тоже уже снятый с производства. Это туалетная вода. Ну, не возмущайтесь, те, кто сейчас хочет сказать, что туалетная вода не снята. Это снятая версия, потому что они потом зачем-то выпустили еще новую версию с какой-то, по-моему, урезанной пирамидой. Там больше цитрусов стало, а это вот та классическая старая версия. Кому-то тут земляника, а кому-то чувствуется виноград Изабелла, мне земляника все-таки чувствуется. Ну, вы понимаете, тубероза фирменная, линтердитовская, я бы даже сказала, Живанши, потому что вообще я такую туберозу на самом деле потом вот именно вот прям вот такую же, только в какой-то интерпретации, конечно, другой встречала. Ну, просто она здесь прям очень узнаваемая сразу, что это Линтерди. Ну вот, не могу уже. Вот это вы посмотрите, вот здесь я вообще практически ничего не использовала.
А он у меня уже года 2,5, наверное, 3. В общем, давно, 4. Я не помню, он очень у меня давно. Вот этот аромат, конечно, он вообще недорого стоит. Я даже не думаю, что я там что-то за него выручу. Ну, опять же, у меня такая же мотивация, что вот он у меня стоит, он потом начнет парить или еще что-нибудь, занимает место, отвлекает все равно внимание. Открываю, думаю, что же он у меня стоит. Лавли от Сары Джессики Паркер. Приятный аромат. Мне он напоминает немножечко Фохё от Нарцисса Родригес, уже меньше, чем вот когда я с ним была не так плотно знакома. Он такой летящий, легкий, свежий. Ну, просто не пользуюсь. Вот и все. Кстати, так подходит мне под эту. Не видно на камере, но он такого цвета какого-то немножечко сиреневого. Дальше аромат от Avon. Это лимитированная, по-моему, была версия. Вот эта вот линейка, да, или она еще есть. Я не знаю. Мне кажется, что ее уже перестали выпускать. Iris Fetish. Это довольно-таки ходовой был вот в этой линейке аромат. Он, мне кажется, один из самых приятных. Ну, еще там Patchouli Indulgence, по-моему, назывался. Вот. Тоже интересный. Но я, опять же, да, я его не ношу. Пусть лучше он где-то живет свою хорошую жизнь, потому что аромат классный, он больше такой люксовый даже, он не похож на какой-то сетевой аромат, недорогой, он прям такой хороший, твердый люкс со своим характером. Ирис тут, знаете, вот такой с оттенком свеженапечатанной продукции и как будто какие-то карамельки в аромате, такой он сладкий, немножечко запудривается к базе. Классный аромат, но вот просто вот все эти ароматы я не ношу. Тут будет несколько ароматов, которые просто мне они просто не нравятся. Я их купила вслепую, поэтому продаю. Но в основном то, что мне нравилось, то, что я вот долго ходила, думала, ну когда-нибудь наступит этот день, я вдруг их опять начну использовать, поэтому не буду продавать. И вот не случится, скорее всего, этого. Если я когда-нибудь один раз захочу ими пшикнуться или два, ну, я сделаю каких-то вот, скорее всего, снятостей от Леванты. Те, которые не снятые, то я могу, если мне захочется, опять их купить. Уж прям вот на такой крайний случай. Так, это Marina de Bourbon. Мне очень нравятся тут персики. Какая-то вот такая часть, как будто косметическая, да, в аромате. Очень приятный. Тоже он стоит недорого, но пахнет он намного интереснее своей стоимостью, намного дороже, я бы даже так сказала. Но вот так, это у нас императрица Дольче Габбана. Это лимитированная версия, 50 мл здесь. Я его продаю, потому что у меня есть обычная версия, не лимитированная, в 100 мл. И просто я... Вот, по-моему, кстати, это парфюмерная вода, а та туалетная. Нет, это тоже туалетная вода. Но он более стойкий, вот этот вот аромат. И просто я ношу ту версию, да, и до этого не доходят руки. Я не вижу смысла вот хранить у себя еще этот аромат какое-то время, да, чтобы... Ну, зачем? Когда я покупала, спросите меня, зачем. Я покупала вслепую. Я его заказывала на рандеву. Здесь просто его было вообще не найти, никак не потестить. И я заказывала на рандеву, послушала отзывы, говорили, что он прям другой, он прям похож на другой. Но в итоге я хочу сказать, что он не настолько другой, чтобы вот иметь у себя две версии. Да, отличия есть, особенно хорошо ощущаются в холод. Особенно, думаю, в мороз вот прям будет значительные отличия. У меня здесь нет такой погоды. Поэтому у меня они вот здесь, чтобы найти отличия, прям, ну вот надо в них, так сказать, внюхиваться, прям выискивать. В целом они для меня почти одинаковые. И я, когда вот выбираю, к какому тянется рука, я просто беру классическую версию, думаю, ну надо сначала 100 закончить, потом к 50 перейти. Но что-то мне подсказывает, что эти 100 я буду заканчивать, не знаю, до последних своих дней.
Не потому, не потому что я прям скоро собираюсь. Нет, просто потому что, ну, он правда, ну, такая бадья. И хоть я поливаюсь им вообще абсолютно не жалею, ну все равно она огромная. Нишу на потом. Это вот такая маленькая версия. Это Estee Lauder Pleasuris. И я его покупала с мотивацией, что этот аромат у меня должен быть в коллекции. А кому он должен, почему должен, я вот сейчас не понимаю этой логики. У меня вдруг пропало вот это вот ощущение, что должен быть какой-то аромат в моей коллекции. Поэтому, мне кажется, надо его отдать в заботливые, любящие руки, в заботливую, любящую семью, передать этот аромат. Так. Еще один люксик. Так, это из Saint Laurent Mon Paris. Классическая версия. Я просто его не ношу. Вот я его когда купила, я прям его какое-то время поносила. Прям, не знаю, мне кажется, может быть, неделю, 2. Ну, мне он прям вот захотелось, мне нравилось, я его поносила, и все. Потом так изредка подходила к нему раз 6, может, 10. Ну, прям очень-очень редко я к нему подходила. Ну что, здесь такое шампанское, здесь клубника, такая ягодность больше, да, вот не скажу, что конкретно я клубнику чувствую, скорее такую ягодность. У него в базе, по-моему, есть дубовый мох. Еще такая интересная какая-то теплая нота в аромате есть, и в то же время вот это холодное шампанское. Звучание абсолютно люксовое. Ну, приятный аромат. Ну, хороший, качественный. Это Yves Saint Laurent, да, не что-нибудь там. Но, опять же, он должен прожить свою жизнь, а не простоять на полке. Burberry Her версия Intense. Но у меня от него нет коробочки. Вот от этого аромата у меня нет коробочки. По-моему, это версия Intense. Почему тут не написано? Это клубника. Даже скорее, знаете, это вот когда варят клубничное варенье, туда засыпают сахар, и вот эта вот пенка, да, она такая сахарная, клубничная. Вот для меня это пахнет так, ну, как будто еще эту пенку, да, через марлю пропускают. Вот есть какой-то еще такой аромат ткани. Вот. Это уютно, это очень сладко, это вот красиво в шлейфе, но лучше в это не утыкаться носом, потому что вот тогда может казаться, что этот аромат очень приторный, душный. Нет, в шлейфе он очень-очень приятный. На Бакару Руж, кстати, вообще не похож. Его сравнивают на фрагрантике, по-моему, еще там кто-то говорил, но для меня, конечно, нет. Кашмир от Chopard. Сколько не пыталась я вот полюбить этот иланг, здесь я его вот именно больше всего чувствую, но у меня не получается полюбить вот такой иланг. Это именно для тех, кому он нравится. Древесность в этом аромате еще присутствует. Тут есть много-много фруктов, но я скорее это чувствую как какой-то вот такой верхний, немножечко такой освежающий аккорд. Но никаких конкретных фруктов я тут не ощущаю. Ну, такое что-то абстрактно, можно сказать, фруктовое. Потом для меня такой очень насыщенный иланг. И дерево есть. Что-то такое абстрактное, тоже древесное. Иланг и Инголд, вот они похожи с ним. Они похожи не один в один, но очень похожи. Иланг Инголд, он более такой сглаженный, более округлый. Хотя я его тоже не очень люблю. Мне тоже он... Ну, не нравится мне этот тип иланга. Вот еще один люксик у нас, который все-таки я решилась продать. Я так долго сопротивлялась, я так пыталась его разносить. Вот так я надеялась, что он мне все-таки когда-нибудь понравится. Не получилось. Это Bronze Goddess от Estee Lauder. Я совершила глупость, я обменялась этим ароматом. У меня был в туалетной воде Skin Sense, он назывался. Он такой немного рассольный,
такой пляжный, кокосово-сандаловый, немножко белоцветочный. И я почему-то думала, что мне нужна парфюмерная вода, вот эта вот, что она мне больше понравится, что там не будет этих соленых огурцов, как я тогда говорила, я вообще тогда ничего не понимала. Вот, и просто обменялась с девушкой вот на этот аромат. Она, я помню, схватила этот мой флакон и просто бежала, боясь, что я опомнюсь. Я теперь понимаю, почему она так это сделала. Конечно, тот аромат прям шикарный был, вот прям шик. Такое нишевое звучание, да, рассольного сандала. Это, конечно, прям такое приторное, такая вот какая-то пронзительная ваниль. На мне почему-то она не открывается вот так вот, как описывают его, что это такой нежно-белоцветочно-ванильный, с оттенками вот какого-то крема для загара аромат. По-моему, франгипани, по-моему, тут есть, или тиаре. Ну, вот это вот то, что вот там в таких ароматах обычно присутствует. На мне пронзительная, очень звонкая ваниль. Все. Больше ничего не открывается. Как я ни старалась. Для меня это слишком сладко, слишком громко. Он не смягчается на мне. В жару не хочется, хотя тогда, может быть, он так бы и открылся. В холод слишком пронзительно. Я пыталась по-всякому, по-разному, но практически, видите, практически целый флакон. Ну, все. А девушка, кстати, мне рассказала, что она его совершенно случайно взяла, хотела как раз скинсент, но перепутала в магазине. Так, еще у меня даже тут левант один есть, всего один, кстати, что странно. Ну, может, надо еще там их прошерстить, но вот просто я вроде с отливантами так, знаете, более расслабленно поступаю, более расслабленно их заказываю, но нет такого отливанта, вот кроме вот этого, который бы прям мне сильно не зашел, так что хотелось бы поскорее от него как-то избавиться. Это Монталь Дарк Ванила. Вообще никак. Для меня это что-то слишком громкое, слишком приторное, слишком какой-то вот даже где-то грубость в нем какая-то есть. Ну, прям сильно не мое абсолютно. Я пыталась и в жару его поносить, думаю, может, он смягчится. Мне вообще абсолютно нет. Так, еще у меня есть аромат, который я здесь покупала. Это, видите, это, что называется, номерная парфюмерия Divine номер 133, и это Miss Dior Cherie 2005 года. Ну, аромат практически один в один. Но я себе взяла такую миниатюрку, настоящий Miss Cherie 2005 года, и, конечно же, мне вот этот уже не нужен. Он вообще был нужен мне, как я потом поняла, когда уже он у меня встал в коллекцию, что это больше аромат воспоминаний. Я вот его носить особо сейчас и не хочу. Возможно, если бы появился похожий аромат, но в какой-то более современной интерпретации, мне бы понравилось. Но вот сама Miss Dior Cherie, на самом деле, мне, как оказалось, не так и нужна в повседневной жизни. Ну и вот такой огромный флакон мне тоже не нужен теперь. Так. Ой, ну коты такие милые, вы видите? Ой, эти бусинки мои сладкие. Так, давайте продолжим. Осталось совсем чуть-чуть. Осталась ниша. Ну вот, я не знаю, я пока вот это сомневаюсь, но, возможно, да, я его продам. Это Fontaine Royal. Это, ой, такой неприятный, кстати, флакончик. Это абсолютно непонятный для меня аромат. Он, мне кажется, чуть-чуть похожим на Putain de Palaces. Его с ним даже и сравнивают. Тут абсолютно разные пирамиды. Там даже есть герань, которую я не люблю. Но я ее тут, слава богу, не чувствую. Очень нежный, такой немножко пряный, цветочный, какой-то вот молекулярный аромат. Очень сложный. И он мне... Почему я хочу его... Не ношу его, не тянется рука
и хочу продать, потому что он у меня не вызывает эмоций каких-то, да, он не дает мне никакого настроения. Ну, какой-то вот он очень приятный и такой даже на каждый день, но вот как будто не резонирует просто со мной. Не знаю, я еще его попробую поносить. Не думаю, что он очень быстро продастся. Дешево я его не хочу продавать. Я поставлю какую-то соразмерную цену. Вот, но так как он редкий, мало кто о нем слышал, вот такие ароматы не очень быстро продаются, поэтому у меня будет еще время. Я его выставлю, я думаю, будет время еще, если что, передумать и убрать. Но пока выставлю. Так, это Pearl от Arabesque. Почему хочу продать? Это, кстати, очень похожий на кирки аромат. Я вполне могу носить кирки в жару. Прям вот я поняла, что в жару кирки – это такой нежнейший, освежающий какой-то аромат такого фруктового шампуня, но в хорошем смысле, да, либо даже гели, ну, короче, освежающий. Вот прям в жару незаменим. Такой фруктовый, свежий мускус. Просто в кирке вообще он очень, конечно, громкий и стойкий. Здесь он немного потише, понежней, но смысл такой же. Но вот тоже просто не ношу. Мне такого аромата максимум нужен Этлевант, который я буду использовать летом. И то, понятное дело, не каждый день, потому что большая коллекция. И целый флакон просто мне ни к чему. Но вот для любителей этого направления, конечно, по мне так это лучше, чем кирки, да, потому что он какой-то более приемлемый, более такой человечный к окружающим. И мне очень нравится его флакончик. Очень красиво. И 3 моих слепых покупки, ошибки. Это плюс MA. Это вот аромат, который я просто на дух не переношу. Я даже сейчас не буду его там открывать, чтобы напомнить, чем это пахнет. Это что-то такое абстрактное, что-то такое свежее, фруктовое. Кто-то называет это аромат чистоты. Я не понимаю, у меня какая-то непереносимость этого аромата. Не какой-то ноты, а вот просто вот что-то мне никак с этим ароматом. Плюс MA. Это очень интересный аромат. Он стартует для меня такие, помните, в детстве не у всех. В детстве не у всех это было, но если было, вот вы поймете, о чем я говорю. Сифон, в который вставляют вот эту капсулу, да, которую надо нажать и сделать газировку. Вот для меня пахнет вот этим прям сифоном, капсулой, и вот налили воду, туда сироп залили, и вот нажали, и вот в этот момент вот этот запах появляется. Вот для меня прям один в один. К базе он даже немножечко такой становится более кремовый, такой округлый. Но он, конечно, прям сильно на любителя, да, очень сильно на любителя. Это вообще снятый аромат, уже бренд даже этот не существует, по-моему. То ли почти уже не существует. Ну, точно вот эти ароматы все сняты, которые я сейчас рассказываю, о которых рассказываю. Это B или B. Ну, вот он мне, кстати, даже понравился. Тут такая черешня, вишня из компота с косточкой немножко горьковатой. Очень освежающий. Какая-то есть еще нота такая, что отсылает к, может, гранат? Я не помню. Но отсылает к мужскому парфюму. Он мне очень-очень даже не одеколонит, а вот напоминает какой-то мужской аромат. Я не могу вспомнить, какой. Именно из люкса, скорее всего, да, там такое четкое разделение на мужские и женские. Не знаю, что тут. Но не кожа, как будто, может быть, лаванда какая-то. Но не крем для бритья. Нет. Потому что это вот вишня, да, не дает ему скатиться в крем для бритья. Ну,
Я тут надеялась, что у меня муж будет его носить, и я буду его обонять, и мне такая схема устраивала. Но опять же, моему мужу не понравилось, не зашло, он не стал этим пользоваться, и поэтому для меня это слишком. Он какой-то слишком такой брутальный, да, для меня. Я обязательно их все отфотографирую. Я создам группу в Телеграме. Подписывайтесь, кстати, на мой Телеграм-канал Виктория Дейлайф. Я туда выкладываю все вот эти видео с Ютуба. Рассказываю про жизнь в Испании, про котиков. И вот там же я буду анонсировать какие-то продажи новых ароматов. Не совсем новых, а тех, которые из моей коллекции, естественно. Спасибо вам, что вы были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на этот канал. Пишите комментарии, пишите, что вы продали, продаете, как относитесь вообще к распродажам своей коллекции, практикуете, нет. Интересная тема. Спасибо вам большое. Обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.